Всем привет, это 12-й выпуск видеодайджеста из мира Lineage 2, долгожданный. За прошедшее время накопилась масса новостей и событий, о которых хотелось бы рассказать. Однако я остановлюсь на самых любопытных, на мой взгляд. Прежде всего, надо отметить важную акцию в корейском этимоле Соната Сайхи. Любопытно, что на промо-странице изображен либо сам бог Сайха, либо представитель расы Артея мужского пола. По этой акции любой игрок может купить упаковку из 50 талисманов первого уровня и путем уже привычного синтеза с некоторым шансом создать талисман уровнем выше, и так до 10 уровня. Начиная с 5 уровня появляется активный скилл защиты Сайхи, который уменьшает получаемый урон на 10%. Затем на 6 уровне появляется еще один скилл атака Сайхи. Он увеличивает урон в ПВЕ. И, наконец, на 7 уровне добавляется последний скилл «Ярость Сайхи». Он увеличивает урон в ПВП. Все скиллы бафуются на 45 секунд. С увеличением уровня уменьшается откат скиллов. С 6 по 8 уровень можно передавать талисманы в рамках аккаунта, а 9 и 10 уровня талисманы можно передавать между персонажами на разных аккаунтах. Кроме того, купив сразу 5 упаковок по 50 талисманов, можно получить в подарок браслет на 6 слотов, и плюс 5 к параметру харизмы. Следующее любопытное событие: в начале июня в Корее прошел ивент Red Libra часть 3. Из интересных изменений в третьей части можно отметить, что теперь сертификаты на смену PvP или PvE оружия не нужны. Достаточно 2 с небольшим тысячи эргемов. Кроме того, во время ивента можно поменять теневое оружие за почти 800 эргемов и обменивать зодиакальные агатионы разных уровней на другой тип, жертвуя также эргемы в разном количестве в зависимости от уровня. Чуть позже, 20 июля, на лайв-сервера был установлен небольшой апдейт, о котором я уже сделал видео, где основные изменения коснулись класса разбойников Адала. А в апдейте от 24 августа основные изменения коснулись класса магов и интерфейса игры. Переходим к американской локализации. Появившаяся в 2014 году возможность покупать за энкоины мистические краски, те самые, что добавляются в 4-й пустующий на русской локализации слот, частично была отключена в конце июля. Тут надо сказать, что краски для 4-го слота существуют нескольких видов на 30, 7 и 1 день. То есть все они временные, кроме того, достать их можно исключительно из этимола. С середины августа одна из красок на 1 день, а именно мистическая краска убийцы, теперь недоступна. Базовый бонус у краски в описании: во время осад плюс 2% ПВП защиты и плюс 2 очка к сопротивлению рефлекту. Однако игроки считают, бонус прибавляет 5% защиты в ПВП, и каждый раз при смерти врага в осадной зоне он добавляет еще 5% бонуса. Механика похожа чем-то на талисман изобилия. На 5 уровне PvP резист возрастает до 25%, а бонус к сопротивлению рефлекту до 25 очков. Однако с этим бонусом был неожиданный баг, который, судя по нескольким видео, сводил входящий в персонажа урон, если не к нулю, то к отметке близкой к этому значению. Не обходится и месяца без драм на американской локализации L2. В этот раз с целью борьбы с ботами была отключена возможность создания нового персонажа на неделю. В теме разгорелась большая полемика, в которой, с одной стороны, новые, только что зарегавшиеся на форуме игроки негодуют о блокировке, с другой, те игроки, у которых уже персонажи есть, считают новичков пособниками пользователей бот-программ. В этой теме была упомянута любопытная деталь о истории локализации L2, о которой я сейчас расскажу. Компания-локализатор Asian Media предоставляла доступ к игре на территории Юго-Восточной Азии, штаб-квартирой в Филиппинах. В те времена, когда на серверах NCVest были хроники Грация, Asian Media получили первыми лицензию на локализацию игры. Здесь важно не путать локализатора с филиалами NCSoft в разных регионах вроде США, Японии или Тайваня. Кроме того, Asian Media была первой компанией, предложившей free-to-play модель. В те времена в США все еще была обязательная подписка в $15 за месяц. Эта free-to-play модель сыграла свою роль, и некоторые англоговорящие игроки перешли на единственный филиппинский сервер под названием Blackbird. Однако спустя некоторое время участились жалобы о вмешательстве ГМов в игровой процесс. К примеру, для переточки оружия за некоторую плату,
как на пиратских серверах. В отличие от серверов Incivest, это оказались не просто слухи. ГМы действительно проводили коррупционные схемы, и вслед за этим количество игроков стало резко падать, а доходы магазина упали и вовсе до нуля. Игроки предпочитали платить ГМам за ОПшные предметы, нежели платить в магазин. В итоге, где-то к обновлению Hi5 NC Korea прекратили поддержку и не продлили лицензию, когда подошел срок. После банкротства Asian Media другая компания из Джакарты также открыла 1 или 2 сервера в Индонезии под лицензией NC Korea с free-to-play моделью. Здесь надо отметить, что у Asian Media язык интерфейса был английский, а индонезийская локализация была двуязычной. Как бы там ни было, сервера в Индонезии тоже были закрыты. Причин, почему это произошло, мне не удалось найти. Возможно, из-за снижения популярности ПК-игр в угоду мобильных. И раз уж я заговорил о мобильных устройствах, кратко о ситуации с мобильной Lineage 2. В Китае у компании Snail за прошедший период можно отметить несколько интересных обновлений. В середине июля появился апдейт с новым мировым боссом Фуфурионом, которого некоторые игроки ждали вместо Хелиоса на мейн-версии. В следующем апдейте добавили новую для мобильной версии расу темных эльфов. А уже в августовском апдейте был добавлен город Адан. Другая версия Lineage 2 для мобильных платформ на корейском рынке представила компания Netmarble. Любопытные зрители наверняка знают о том, что сейчас проводится закрытое бета-тестирование. Уже можно посмотреть несколько геймплей-роликов и карту доступных локаций. Ссылки оставлю в описании к видео. Это, пожалуй, все, о чем хотел рассказать. Спасибо всем, кто помогает находить интересную информацию. Если вам есть что добавить или появились вопросы, оставляйте их в комментариях.